Посмотрите на эту красоту. Нежнейший крем под карамельной корочкой. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим нереально вкусный десерт из самых простых ингредиентов, и называется он крема каталана. Здесь у меня 4 желтка и добавляю немножко молока. Всего молока 600 мл. Маленькую щепотку соли для баланса вкусов. Остальное молоко я выливаю в кастрюльку и подогрею до теплого состояния. Таким образом у нас крем заварится быстрее. Молоко можно ароматизировать. Я видела, как в испанских рецептах добавляют палочку корицы, также цедру лимона, прямо обрезают только желтую часть, вот такую вот часть, и где-то тоже такое же количество цедры апельсина. И проваривают это все, когда молоко закипело, где-то 5 минут на маленьком огне, чтобы молоко получило вот эти ароматы. Я же в качестве ароматизатора использую ванильный сахар 10 граммов. И еще добавляю 50 граммов обычного сахара. Количество сахара вы можете регулировать по своему вкусу. И также добавляю сюда 20 граммов кукурузного крахмала. Все перемешиваем до однородности. Перемешиваю где-то 1 минуту, пока масса слегка посветлеет и станет абсолютно однородной. Постепенно вливаем сюда нагретое молоко. Вот так вот интенсивно перемешиваем, чтобы желтки у нас ни в коем случае не заварились. Все. Переливаем крем в кастрюльку и будем его варить, постоянно помешивая до загустения. Как только крем у нас закипел, проварим еще 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился, и снимаем с огня. Крем у нас готов, теперь нужно его разлить по формочкам. Вот это классические формы для крема каталана, но вам в принципе подойдут абсолютно любые. Можно вот такие для маффинов использовать, можно также использовать формочки, в принципе они похожи, но меньше в диаметре, чуть выше. Для крема брюле тоже идеально подойдет. Просто разливаем десерт по этим формочкам. Если у вас получились комочки, то можно крем пропустить через сито. Но у меня крем абсолютно однородный и очень гладкий. Следующая формочка. Чтобы крем не заветрился, накрываем его пищевой пленкой в контакт и оставляем до полного остывания. И еще одну формочку. Когда у вас десерт остынет до комнатной температуры, поставьте его в холодильник минимум на 3 часа для стабилизации, чтобы крем загустел. Прошло 3 часа, десерт простоял все это время в холодильнике, он полностью стабилизировался, и можно приступать к последнему шагу. Сначала снимаю пленку, сверху посыпаем сахаром, можно любым, я взяла коричневый, но идеально подойдет и белый. Там, где много, так его распределяем, чтобы не слишком сладко нам было. У меня есть вот такая газовая горелка для этой цели. Если у вас ее нет, то можно растопить сахар на сковородке, как раньше мы делали для конфет, помните? И потом этой карамелью полить сверху десерт. А этот десерт давайте сделаем с белым сахаром. Посмотрим, как он у нас будет красиво карамелизироваться. Кстати, такую горелку можно купить в любом магазине, где продаются товары для туризма. И последний.
Кстати, вот этот коричневый сахар намного быстрее плавится, чем белый. Я думаю, вы видите это на видео. Он прям буквально сразу. Посмотрите на эту красоту. Нежнейший крем под карамельной корочкой. Смотрите, эта карамельная корочка у нас сверху просто как лед или как стекло. Это очень вкусно. Снова хочу вам показать мой любимый момент. Это самое интересное. Тогда вы берете крем с карамелью. Вкуснятина неописуемая, крем очень нежный, абсолютно такой не густой, прям тающий во рту, и идеально сюда подходит вот эта карамель, все вместе. Но это нужно попробовать, потому что делается из самых простых ингредиентов, а получается достойный десерт даже вот какого-то ресторана. Похоже на крем-брюле, но не как крем-брюле, и не нужно использовать духовку. Обязательно попробуйте, порадуйте себя и свою семью таким простейшим десертом. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.